Всем привет! Мы находимся в Дюссельдорфе, и сегодня я покажу вам одну из самых, на мой взгляд, прикольно организованных студий, где работают очень сильные ребята из России. Коллектив просто бомба, пушка. Сегодняшний выпуск мне будет помогать вести одна прекрасная татуировщица, очень крутой мастер с крутым диким стилем. Отвечаю, вы кайфанете. Это Inside Out. Погнали! Всем привет! Меня зовут Наташа Энимал, и мы находимся сейчас в студии Димы на Боке в Дюссельдорфе. Это очень классное место, и последние 2 года я здесь работаю с огромным удовольствием и очень не хочу отсюда уходить. Один из самых классных приколов этой студии – то, как здесь относятся к тату-мастерам. Здесь очень классный, уютный сервис, и здесь ты чувствуешь себя, правда, как дома. Когда ты сюда входишь, в первую очередь видишь обеденный стол, зону для клиентов. Тут у нас вот один сидит, ждет, видимо. Очень удобно, очень комфортная зона, очень теплая. Здесь ты можешь комфортно обсудить все, что тебе нужно с клиентом. Большим бонусом является, например, менеджеры говорят на немецком, на русском, на английском языке. После того, как клиент здесь определился с эскизом, он может передохнуть, взять кока-кольцу, взять чай, кофе, какой-то еще напиток, открыть холодильник, взять йогурт, если нужно. И даже пиво. Еще прикольно, что у нас здесь есть питание для всех мастеров. Вот, допустим, приезжает человек, сегодня, по-моему, еще пусто здесь, да. Тут подогревательная система, то есть это все стоит очень горячее целый день, пока люди не захотят покушать. Вот, и каждый день нам привозят новое питание, это все входит в стоимость сеанса. Сервис, микроволновка, вся посуда, все, что нужно. А какао есть? И какао есть. Мое любимое. Дальше что у нас есть? Зона, где можно спрятаться и отдохнуть. Пошли. Блин, круто, что можно спрятаться. Пойдемте прятаться. Подъем на 2-й этажик интересный, такой балкончик. Здесь, в принципе, можно отдохнуть, посидеть, почувствовать себя вот в своем комфорте, в одиночестве и при этом же за всеми подглядывать. Блин, да, прикольно, что есть такой островок безопасности для мастера. Когда тебя достал клиент, ты можешь просто спрятаться, передохнуть, выдохнуть. Да, при этом тебя никто не видит. Можно поиграть в плойку, что-то еще поделать такое, поспать. Здесь у нас небольшой склад, немножко хаоса, беспорядка для творчества, так надо. Вот. Посмотри, а чье это? О, не знаю. Это вроде Рубинс. Это вроде Евгений Сидоров. А что у вас здесь кушетка стоит для чего? Кушетка у нас тут иногда пользуется популярностью. По утрам приходит массажист, пока еще никого нет. Можно помассироваться. Вот. Сервис. Все для мастеров, для здоровья, это круто. Да. А тут и твой став, да? Ты рисуешь, у тебя тут есть какая-то своя? Да, есть моя часть. Здесь в основном находится больше то, что вот ребята живописят на стенах. О, прикольно, тут акрил, баллоны, кисти. Вообще все для рисования у ребят есть. То есть вообще можно прям залететь, потворить. Да, круто. классно. То есть если что-то хочется, оно везде всегда тут есть. Рай для художника чисто, что да, у ребят, видите, есть масло вообще, все, Да, вообще все для став. творчества, все вообще, холсты, все есть. Чисто приезжаешь, если у тебя вдруг отмена, ты можешь взять маслица, если клиент заболел или не пришел. Да, и кайфануть. Кайфануть, Привет. пописать. Вот ребята уже потихоньку приходят в студию. Привет! Привет. Дальше что у нас здесь есть? Это, собственно, офис для менеджера. Пошли. Ага, Там тоже пойдем. есть интересные приколы. Пойдем. Такой тоже островок безопасности. Да. Приват-зона, написано везде, никто не ходит, только мы и менеджеры. Вот, здесь стоят наградки, здесь есть большая камерная зона, бери не хочу. Слушайте, помимо того, что, ребят, у них куча масла, красок и прочего, тут вообще целая фотолаборатория с кучей техники. Да, здесь есть зум-объективы, портретные объективы. Можно И разные фотосессии камеры. устраивать. Да, на самом деле, да. Есть всякие разные наградки с разных конвенций. Твое? Брюссель. Да, что-то мое, что-то не мое. Ну, в основном здесь, по-моему, мое. Блин, вот эти штуки прикольные, это с Брюсселя, да, такие выдавались? Они тут такие креативные. Блин, очень клево. А это они по цветам разделялись как-то, что за разные места, да? Что серые, розовые? Они, по-моему, все кастомные, и все, все да? раскрашивали в разные цвета. О, прикольно. Слушайте, мне вот эта штука еще нравится. Смотрите, прям по цветам радуги такой. Да, это мечта перфекциониста. Менеджер, да, организовал себе такой уголок, где просто все вот. Но тут все. сразу понятно, насколько хорошо здесь организовано все. Круто, Просто круто. по вот этому вот. Да, слушайте, берите на заметку, кстати, прикольно сделано. Здесь еще есть такая интересная свинка-копилка, которой можно потереть носик. Ну и не только носик можно потереть.
Также у нас здесь еще есть куча всяких кремочков, то есть после сеанса, например, я нахожусь на спонсорстве у вот такой вот компании, я даю клиенту сразу заживляющий пак, то есть вот эта маселка отсюда, чтобы человечек не бегал, допустим, в воскресенье вечером, не искал аптеку, которая открыта в Германии, с этим здесь сложно всегда, вот, поэтому у него есть сразу заживляющий набор, и он целый месяц не парится, что ему надо купить, все есть. Слушай, круто, выдается бесплатно после сеанса набор, да, для заживления? Да. Вот. А туда входит только крем или еще что-то вы туда добавляете? Тут зависит от мастера и того способа, которым он пользуется. Я даю кремочек, я даю кусочек заживляющей пленки, пеленку. О, прикольно, слушайте, сервис крутой, берите на заметку, ребята. Это у нас тут рабочая зона. Ага, Здесь у нас 8 рабочих мест. Иногда добавляется 9, если вдруг у нас тут full house, а такое бывает иногда. ну это круто, хороший знак. Да, у каждого как бы планируется свое оформление. Еще у нас... Привет! Привет! Еще у нас здесь будет дополнительное пространство, открывается, освобождается соседняя комната, поэтому мы пока не торопимся сильно оформлять свои углы здесь, поскольку, скорее всего, мы переедем в новое помещение все. Это моя зона. Здесь еще чуть-чуть наградок. И, кстати говоря, классная вещь, которая буквально мне приехала в прошлом месяце, это вот эта кушетка, и она поднимается и опускается. Смотрите, как удобно, просто педалька, причем которая размером прям такая большая. Слушайте, смотрите, вообще прям... То есть прям очень высоко. Технология. Вообще, блин, штука крутая. И приятное такое очень это, да, сделано все. Но у вас не у всех, да, такие кушетки стоят? Да, только те, кто купил. Опускается, поднимается, то есть, блин, это прям награда для спины на самом деле, потому что кушетки, которые не поднимаются, очень тяжело с ними работать целый день. Ну, по твой рост прям это удобно. Да. Она выше поднимается, допустим, мне бы Стоя тоже. работаешь. Хотя мне тоже, да, нормально, хотя я высокий достаточно. Да. О, это вот твое место, где ты все рилсы, да, себе снимаешь? Да, в основном это место, и здесь я еще наклеила полярик, немножечко покоцанный сейчас уже, надо прикольно. обновиться. И, собственно, сюда я креплю телефон. И сразу, чтобы без бликов, да, без всего это было, Да, был да. таймлапс. Вот, если что, можно общее освещение выключать, пользоваться только вот этим, и все, и А хватает вот этих двух ламп, если общее освещение выключить? Мне вообще очень комфортно с ними, да. Ну, то есть для кого-то света мало, вот Виталик, например, любит больше света, Виталик Морозов, и он еще дополнительный какой-то иногда включает. Вот, мне кайф, еще очень здорово, что она крепится к стене, это какая-то вот... Я в основном в Европе только такую штуку вижу, очень удобно, ты когда там креслом возюкаешь, никуда эти лампы у тебя не убегают, не падают, вот, это круто. Мне еще нравится вот эта штука у ребят, то что эти лампы, они на рельсах. Я понимаю, они могут двигаться, да, по Да, они могут штуке? двигаться. Вот я, например, не очень люблю, когда она прямо надо мной, потому что тень создается на работе и неудобно. А если она вот так вот под боком, очень классно. Слушайте, вот круто. Берите на заметку, ребят. Все секретики вам рассказали, куда еще больше-то? Да. Пользуйтесь. Мне кажется, очень важно, чтобы в студии было достаточно света, потому что очень часто бывает такое, что приезжаешь, а там тьма, мрак, и, допустим, ты 9 часов работаешь, глаза болят. Там уже массаж не поможет. Да, массаж глаз вот такой. Чайные пакетики на глаза. Давай пойдем к Диме. Ага, во. Ну, тут понятно сразу, что место, по-моему. Слушайте, ну вот такой, да, персонажик здесь интересный. А это ему подарил кто-то, да, или он сам себе? Да, это ему клиент, по-моему, вместо сеанса оплатил. Прям вообще, люди. Какая штука, она прям металлическая, блин, фига себе. Ну, я так понимаю, что это реплика. У меня были клиенты, которые бывали в местах, где это все, по идее, производится, говорят, что натуральные японцы или натуральные самураи покороче ростом и не могут быть такими большими. Ну, он выше меня, да. Мне нравится у него носки. Я не знаю, видно? Да, видно. О, вообще. Я думаю, нужны полоски. Адидасовские? Да. Дима, кстати, вчера только повесил. Для красоты, видимо, для нашего видео. Свежачочек вот тут. Блин, прикольные у вас такие прям. Все антуражно, все в таком, да, японском, азиатском стиле каком-то. Да. Все по фэншую. Здесь очень здорово, что каждый может внести свой вклад в студию, кто-то распишет стены. Расскажешь, кто это?
Да, это Ваня Фанстер расписывал. Я думаю, кто шарит в стиле, те его узнали. Дико кастомная. Причем она недавно, да, появилась, насколько я знаю, не так давно. Год назад, наверное, Год назад, да. Блин, мне еще нравится, смотрите, у ребят высокий этаж, 4-й этаж у вас или Пятый. пятый этаж, да? Смотрите, просто вид из окна какой. То есть ты просто татуируешь, у тебя приходит клиент, и тут такой вот панорамный вид из окон, когда закат или что такое время вечернее, очень прикольно. Да, у нас с другой Красиво. стороны закаты, и они, правда, очень красивые, когда отдыхаешь после сеанса, можно Романтичный отдых. релакснуть, да. Все прикольно, да, все организовано. Еще нравится, что вот эти штуки стоят, которые огораживают, да, мастера от людей, которые ходят, от других клиентов, чтобы никто не мешался, никто не заходил на твое пространство, не подтолкнул тебя нечаянно, да, если там татуируешь. Прикольно Да, и организовано. самое главное, вот если ты видишь, тут колонка огромная стоит, Ага. и вот эта штука, например, вот это место и мое место спасает. Потому Ага. что если колонка орет сильно, то вот это приглушает чуть-чуть. О, прикольно, Когда чтобы сидишь. еще две функции выполняет, да, чтобы еще и звуком не долбило. Да, да, Интересно, интересно. А это стекло какое-то, да, просто толстое? Двойное оно еще, смотрите, ребят. Пойдем склад покажу. Пойдем. Это одно из самых крутых мест, которое лично мне очень важно. И смотрите, заметьте, оп, автоматически свет включился, да? Да, что самое важное, потому что мы тут приходим с чистыми руками, и нам не нужно их постоянно пачкать этими выключателями, то есть это прям плюс. Слушай, крутой лайфхак, да. И она сама выключается, да, через Да. какое-то время, чтобы ты не забыл выключить свет, когда уходишь? У нас здесь везде, по-моему, сенсорный свет, и в течение дня мастер вообще не касается выключателей. Эта тема, по-моему, как раз в ковид появилась. Полезно, полезно. Берите на заметку, ребятки. Расскажешь немножко про вот эту интересную штуку? Она выглядит прям как-то очень футуристично. Да, здесь опять-таки вы можете угадать, что все сделано менеджером-перфекционистом. Здесь в каждой иголочке есть все, что тебе нужно. То есть, когда ты приезжаешь на гест-спот, в принципе, тебе только машинка с собой нужна. Все картриджи есть, все, что тебе нужно, хоть RM, хоть RS, хоть, я не знаю, Ну, все модули медиум-тейперы, собраны. да, вообще, все да. модули, да. Еще я заметил, что разные толщины, да, то есть есть и 0,25, и 0,30, кому больше нравятся троечки. Ну и, собственно, собрано все компактно и достаточно удобно для того, чтобы, не знаю, быстро прочитать, взять все, что тебе хочется. Вот, такие спонжики прикольные. О, Открываешь. кстати, расскажи, вот мы вчера видели, как ты работала такой штукой. Ага. Это что такое? Ну, давайте откроем вам одну штучку. Ну, я, поскольку ватными дисками работаю, и, допустим, иногда, если видишь, что ватным диском, когда работаешь, протираешь красочку, и там ворсинка может попасть в иглу. Вот вместо этого можно вот сюда прям макать, вот так вот, модулем, и там ворс не остается. Ну, это как такой спонж. А, просто губка, она намочена, да, чем-то? Да, можно не намачивать. Я, допустим, она сухая изначально, да, идет? Да. Мгм. Ну, тут кто как хочет. Кто-то намачивает, кто-то сухой. Я их сухой пользуюсь в последнее время. И просто хорошо у неё- очищает, помогает? Да, да. Как ватным диском, только ворс не остается. Ну, круто, Вот, прикольно. это мне нравится тема очень сильно. В целом, прям тут правда есть вообще все для самого придирчивого мастера, который любит комфорт. Ну, на самом деле, да, упаковано все максимально. Даже личные... Это как ваша вещи. такая не трогай, да? Как Да. Прикольно. Слушай, есть такой островок безопасности, можно Да, туда ну все мы, спрятать. получается, с Димой, например, на спонсорстве у Квадрона, и поэтому у нас тут вот отдельные личные наши паки стоят. Посмотрим, что там, немножко заглянем. Тут есть и для кушеток всякие мешочки, и даже для холдеров маленькие мешочки. О, прикольно. А есть еще нарукавники, наверное, у вас? Да, на рукавнике Пользуется вот кто-нибудь? такие, еще где-то черные, но я не помню где. Прикольная, кстати, фишка. Самое важное. О, это для машинок, да? Да. Слушайте, тоже прикольная штука. Вот только в Германии такие штуки увидел, раньше не видел. И на рукавнике вот тоже только увидел в Германии такие чехлы, как на кушетке черные, только на рукава, чтобы у вас предплечья не пачкались, если вы что-то большое красите, спину там или грудь. Да, или особенно на удобно. бедрах, если работаете, и вот это место вот елозите. и по- Блин, мне очень нравится вот эта вот эстетика спрей-баттлов. Кстати, заметила, не в каждой студии вообще есть спрей-баттл, а если есть, ты просто ходишь, ищешь и собираешь свободный спрей-баттл по местам и забираешь какой-нибудь уже, где лягушки клакают. А здесь ты после сеанса относишь на кухню свой спрей-баттл, там его очищают в специальные штуки. То есть все спрей-баттлы всегда Стилизуют чистые. их, да? Ну, не то чтобы стилизуют, но чистят. Все вообще по красочке тут. Какие-то открытые, какие-то, видите, закрытые, все подписано, чтобы ничего не путалось. А это общий какой-то стенд, то есть любой гостевой мастер может подойти, взять любой цвет и использовать его, да, в работе? Да, все верно. Ой, палитра, смотрите, какая, ребят, хорошая. Тут еще дальше есть. Не вместилось все. Эти наборы, да?
Да, А ты сама этими же красками пользуешься или у тебя свой какой-то набор в ящике? Ну, у меня свой тоже есть, но, в принципе, если что-то не хватает, я могу сюда подойти, что-то взять. Здесь тоже есть, ну, как бы абсолютно все, что нужно для работы. Это спирт для обработки кожи, это актонисепт. Вот, например, моя штука, за что я еще раз очень люблю Мариан и менеджера этой студии. Мариан, привет. Я сказала, что я этим обрабатываю клиента после сеанса, мне такая штука нужна, можно ли мне купить? И она купила не мне, и она купила на всю студию. И теперь все студии пользуются? Да. Ну, прикольно, видите, какой-то мастер вводит нововведение, и сразу вся студия перенимает. Да, и очень часто такое бывает. Мне очень нравится вот этот, не знаю, доброжелательность студии. Например, мы что-то закупаем, менеджер говорит, а попробуйте все, расскажите свой отзыв об этом. Если всем все нравится, то теперь это появляется на постоянной основе в студии. Очень круто, организовано, клево. Здесь у нас дальше что есть? Во-первых, холдеры для всех. Да, я заметил, что у вас очень места. много холдеров, и вот вечно нехватка какая-то холдеров или стульев, у вас вообще с этим проблем никаких никогда Да, нет. у нас не бывает драк, потому что холдеров столько же, сколько рабочих мест. Компьютер, у нас также есть принтеры. Если ты любитель старого метода, ты можешь пользоваться таким факсом, распечатать на обычной бумаге и юзать этот метод. Я, например, его очень не люблю, и я использую уже порядка 7 лет подобную систему. Хорошо держится, нравится тебе? Мне нравится. Ну, то есть я уже 7 лет на этом сижу, поэтому мне комфортно. Кто-то с первого раза, ему не очень нравится, потому что стирается быстрее немного. И это одна из причин, почему я очень не люблю госпоты. У них очень часто есть только вот другой метод, и поэтому чаще всего либо я не еду на господ, либо я закупаю такой принтер. Либо Ты я прям с собой его везешь или просто заказываешь на студию? Чтобы Я заказываю на студию принтер. Какая Комфорт ты вообще? дороже. Нифига ты молодец. А можно как-то его... Я помню, какая там стоит заставка. Мне очень хотелось бы показать ребятам прикольный рабочий стол. Это вроде Дима, да, постарался. Еще здесь есть вот такая вот штука. Интересный мемчик. Вообще ребята любители мемов, короче, у них очень много в студии построено на мемчиках, на всяких приколюшках таких локальных, что поднимает настроение периодически. Да, правда, здесь нужно оставаться позитивным. Пойдем дальше. Ага. А, это вот... Здесь у нас Мариан коллекционирует все журналы и вырезает все... А, там прям вырезки? Да, это вырезки журналов, где есть наши мастера. Вот тут, по-моему, это не Даша. Ой, нифига, а я там что забыл? Ой, нифига себе, я не знал, что так есть. А так можно было? Нифига себе, вы посмотри, блин, это прям... Это кто делал, ты не знаешь? Это какой-то Виталий, другой. Блин, сильно, это сильно. Ты прямо из головы все это придумываешь или что? Не, у него разметка желтым, видишь, есть. А, Вот ты она. читер. Ага, Так бля. вот же, вот что у него будет. У него ткань начата уже. Ага. А я кусок здесь упустил в прошлый раз. Он был где-то сзади, за подмышкой. Адская дрочильня, это такая дичь просто. Я убил в прошлый раз full day на то, чтобы просто ткань покрасить чуть-чуть. А, да? Слушай, ну я лайнерами. смотрю, ты в последнее время любишь заморачиваться с текстурой ткани, и в целом у тебя прикольно это получается. А Почему? самое забавное, что это только первый слой. Ты еще будешь слоить потом? Там история какая? Я делаю как штампом, как в традиционной Японии, как когда они узор вырезали и просто штамповали на бумагу его, чтобы он был, ну, идеально асимметричный. От руки каждый раз рисовать дрочь, а так прилепил, у тебя полотно четкое. Я его выкрашиваю так, она заживает, я потом грейвошем складки нарисовываю на ткани. То есть это колено, оно сейчас не видно, потому что оно плоское. Какой ты хитрец. Слушай, Ну, а я второй слой видел там в попроще, живописи да. тоже такие штуки. Потом уже дай Азиаты накидывать эту текстуру. хуйню любят. Ну, она прикольно выглядит. Слушай, она, знаешь, такой непредсказуемый мув, типа, и у меня есть там тоже вот у него на этой работе, где по складкам, по драпировке узор ломается. Ну, типа, ну так все могут, ну, скучно, да? Это как-то предсказуемо, а так раз у тебя штамп посреди чего-то объемного. Стилево. Стилево. Как твоя студия? Расширяется. Вопрос такой есть интересный к тебе. Ну-ка. Локация. Оправданно. Есть какие-то плюсы, минусы в такой локации? Чем она вообще оправдан был выбор нахождения студии такой удаленной от центра? Все обычно в центре открываются, знаешь, там где-то на проходных местах. У тебя это чем было мотивировано? Вообще история в том, что где бы ты ни селился, у тебя всегда выбор между какой-нибудь центровой локацией, где типа шумно, весело и всем очень легко там приехать на условном трамвае, либо она будет чуть подальше, но ты за эти же деньги больше квадратов отцепишь. И я знал, что мне нужно будет много места, пиздец, потому что куда бы мы ни поехали, где мы еще не начинали, все время начинают приезжать, присоединяться, и там, ну, ютиться не вариант. А 400 квадратов
хотя бы 400 в центре, братан, ну 1030 будет стоить. Это Согласен. сумасшествие просто. Просто ты эти же деньги можешь направить на что-то более крутое, опять-таки, то, что будет здесь. Либо ты переплачиваешь за просто невероятно большую цену помещения, которая, мне кажется, в нашем бизнесе не актуальна. Это не ритейл. Там просто так, у тебя такого оборота даже не будет, чтобы нормально воспринимать ежемесячный вот этот платеж как что-то органичное для общей массы денег, которая проходит сквозь все это. Бессмысленно. Ну, в этом, да, есть логика. А сколько квадратов у вас студия? Сложно сказать, потому что я не помню. Но мы сейчас забираем весь этаж. Блять, я надеюсь, что мы как тысячи когда-нибудь придем. Слушай, вы, получается, скоро можете переплюнуть Дергрим. Я не знаю, тут же еще от планировки зависит. Я хочу, например, очень сильно раздвинуть количество рабочих мест, чтобы не было толкотни, потому что мне кажется, что чем у тебя больше воздуха между мастерами, тем дороже визуально пространство, в котором ты находишься. Толкотня, она порождает всегда какой-то, не знаю, как будто бы отсутствует какой-то сервис пассивно. Все вот так вот близко, как-то неудобно, душно сразу же. Причем даже здесь, видишь, огромные потолки. Да. У нас тут иногда бывает человек по 8, душно сразу же. Хотя, казалось бы, камон, тут воздуха тонна. А если еще 8 мастеров, 8 клиентов? Естественно, каждый мастер с клиентом, все, душно. А что по планам? Расширяться, что хотите делать? Вообще, давняя идея сделать кафешку закрытую, то есть она только для посетителей. Сюда каждый день приходят люди, они сидят весь ебаный день. Они голодные всегда, они хотят всегда кофеечек, они всегда хотят чаек. Я хотел сделать какой-то маленький кофетерий. Это мой шанс. То есть сейчас мы заберем еще больше рабочее пространство, и в конце через него еще одну стену хотим проломать, и там сделать эту кафешку. Там такой бар. А она будет азиатская? Нет, братан, там будет просто все, что наше есть. Нам, может быть, будут готовить. У меня еще куча идей, мы будем все пробовать. Она немножко такая, подмалевки только. Весь этот холст про эти вот дальнейшие планы с кафе. Слушай, круто, круто. Идей много, посмотрим. Как минимум, там будет просто очень уютная зона для еды, которая сейчас у нас, сам видел, где находится, около ресепшена. Это не круто, я считаю. Там будет очень уютная зона для еды с массажными креслами, мне очень хочется, реально. С каким-то баром. Который вот эти заряжаешь десятку и тебе массирует спину? Заряжать ничего не надо будет, но будет для всех. У всех спина-массаж хочет, я это понимаю. Мне кажется, это будет актуально пиздец. Плюс я хочу туда въебать барабаны. Ну, это понятно. Либо утром приходить играть, либо после работы, чтобы мы собирались и просто баловались. Было бы охуенно. Слушай, помещение позволяет, я понимаю, здесь шуметь можно круглосуточно. Вот мы снова приходим к тому, что, а вот если бы мы были в центре, соседи, у меня бы с этими барабанами, во-первых, соседи, во-вторых, сказали, блядь, барабаны, у нас тут третий стул добавить некуда, барабаны, мальчик. А есть какие-то минусы в этом? Ну, в целом, вот у тебя клиенты же есть фидбэк, никто не жалуется, там, добираться или вообще какие-то... Знаешь, всем в целом похуй. Понимаешь, в чем прикол? Это не за хлебом сходить, за татуировкой. То есть ты приезжаешь раз в какой-то период, ты сюда не на 5 минут руку пожал, уехал, такой, типа, а чё я перся? Ты сидишь тут весь день. Либо ты с ночевкой, тут рядом отель, опять пришел же утром, покрасился и опять улетел. Учитывая, что большинство людей, они вообще не отсюда. В принципе, им вот эти вот лишние 20 минут, то, что ты даже не 20-15 от центра, да, они так путь проделали, им похуй. Тут, наоборот, проще, тут спокойно, нас не отвлекают, потому что наша последняя студия в Краснодаре, которая была, там даже вывески не было. Нам те лишние люди, которые заходят спонтанно, они только мешают. Здесь очень спокойно, очень легко работать. Ну, формат, да, не стрит-шопа, коллектива такого закрытого. Идеальная тема. Да еще, если честно, нам бы никто не дал так расширяться вечно, как вот мы все время берем эти большие помещения вне центра. В центре шанс того, что совпадет, что тебе что-то дадут совместить из каких-то соседних комнат или помещений, мизерный. Клево. А что там еще будет помимо кофейни? Не знаю, мы просто хотим сделать общую зону, более человую, очень отдельную вообще, не с этим вот гигиеничным, не очень красивым, но очень функциональным полом, классным, красивым баром, чтобы она была просто, классная зона, где по кайфу просто может даже провести консультацию, я не знаю, чтобы это было что-то отдельное, такое нерабочее видно было, чтобы там была атмосферка чуть более такая бар. А расширение рабочей зоны планируется? Да, будет раза в 3 больше. Это плюс x2, наверное, вот так. А сколько сейчас мест? Типа 7. То есть ты хочешь где-то По на 20 факту мест? Здесь должно быть мест 5 максимум. По-хорошему, по квадратуре я бы больше не втыкал. Просто из-за того, что людям нужно где-то работать, и вся эта история с расширением затянулась, садимся кто как может. Вон Игорь сидит, там вообще места быть не должно. Напротив окна должно было быть пусто. Но Игорьку понравилось, говорит, много света, супер, но он там сидит. Ну, в целом, почему нет? Естественно, это временная ситуация, но... То есть мест на 15 в целом? Типа того, да. Где-то, может, даже... Я не хочу много напихивать. Я, естественно, хочется, чтобы не пустовало. Соответственно, как только появятся какие-нибудь
свободные места, там, естественно, будут люди welcome, но в целом напихивать по максимуму я больше не буду. Ну, коллектив у вас сейчас нормально, все равно упаковался хороший, и в целом там все комфортно. То есть нет, я бы не сказал, что прям, знаешь, так тесно. У нас очень люди спокойные, у нас нету Громова, у нас тихо, и все такие. Из-за этого, даже когда их много, все равно не ощущается какое-то давление. Мне порой хотелось бы кого-нибудь как Громов. Шумного, буйного? Иногда, ну да. Ну, я к вам иногда приезжаю, но так уже тоже. Иногда это весело. Тихий, спокойный в целом. Слушай, а расскажи вот как раз по поводу приезжаем, не приезжаем. Ребят, ну как вообще к вам попасть на ГЭС? Не знаю, там можно ли у вас там приехать? Тяжеловато. Мы сейчас отказываем вообще практически всем, потому что, во-первых, у нас нет мест. Во-вторых, у нас настолько высокий уровень, что очень тяжело найти работу приезжающим, потому что, будем честны, большинство людей из тех, кто пишет, это средний уровень. А если у тебя сидит точно такого же направления чувак, который делает, блядь, просто в 100 раз лучше, его знают вообще все, у него мега инстаграм, куча призов, и он весь такой расфуфыренный, какой прикол к тебе записываться, если тут вот уже сидит чувак, и он никуда не уедет, он тут постоянно работает. То есть никаких шансов, что ты потом не сможешь доделать, что-то еще. Никто не хочет тратиться, конечно. Имеет смысл. Короче, у вас гостевые, считай, остались только те, кто вот, ну, постоянно, как вам раньше катался. У нас были некоторые люди, которые нас гостили еще давно, да, естественно, мы никого выгонять не собираемся, и просто они дальше ездят. Сейчас, если кто-то просится, я все время говорю, что, типа, если ты себе сам найдешь работу, если ты понимаешь, допустим, у тебя есть какая-то клиентская плюс-минус база, хотя бы маломальская тут, ну, забудь себе там, не знаю, хотя бы 4-5 дней, прикатывай, давай потусим, пообщаемся, мне же не влом. Просто вопрос целесообразности. Если у тебя, допустим, нету возможности найти людей, и мы тебе тоже гарантировать не будем, то грош цена такому господару, поэтому мы немножко скептически к этому относимся, хотя в целом мы никак не против. А ты сам многое в этой студии вручную, да, делал? Это все. Чувак, вот эту хуйню, видишь, холст огромный. Мы с Игорем с холодильника его вешали. С холодильника? У нас не было стремянки в самом начале. Мы пока не разобрались, где купить, как, потому что в Германии там буквально первые какие-то пробы чего-то по поводу стройки. Мы такие, типа, блядь, да чё голову ебать? У нас вон холодильник старый, который под выкид, давай его поставим, ты на него залезешь, я буду его типа держать, или я залез, он держал, по-моему, так, да. Нормально. Вешали нормально, забивали гвозди. С говна поднимались, короче. С низов андеграунд. Полную. Ребятки, сегодня у нас лайфхаки будут от Наташи Animal для Адама Тату. Один татуировщик учит другого татуировщика нейросеткам. Есть две опции. Blend и Imagine. И еще describe есть. Describe. А, blend. Describe. Описание. Да, можно описание. Ну вот, допустим, я не знаю, тебе понравилась одна лиса, здесь понравился стиль. Вот ты добавил эти два изображения. А промпт прописывать надо будет? Нет, ты, вот Только когда бленд просто, и всё. блендишь, тебе просто ткнуть на два изображения нужно. Ну или на большее количество. 3 и 4 можно, да, картинки выбрать? Или... Да, но я обычно две выбираю. Так лучший результат получается. Ну что, все, у тебя татуировки на новый уровень идут теперь? Надеюсь, Наконец-то, надеюсь. наконец-то. Сколько уже И можно рисовать ждать? не надо уметь. Здесь, как вы понимаете, у нас более творческая зона. Тут уже сейчас совсем скоро начнутся занятия по живописи. Вот. Привет, Артем. Это у нас преподаватель. Вот. А вчера у нас первый день прошел. Смотри, у нас был просмотр, что-то осталось здесь стоять. Какие-то ребята забрали свои шедевры. Вот, что-то осталось сохнуть. А это вот, я подозреваю, твое, да? А, уже выкупили в музей? В музей, да. А, ну вот это вообще. А вот, кстати, ребята, опять же тут, знаете, кто узнает мемчик, пишите в комментариях. То есть, видите, да, стилек какой? Димосик До меня, выбирает. кстати, не сразу дошло, что это за мем. Я Слушай, думала, мне тоже красиво. Дима объяснял, да, что это такое. Слушай, вот это ты сегодня будешь заканчивать, да? Да, это, надеюсь, я сегодня завершу. О, сильно, сильно. Да, у меня там еще стоит женщина. Обратить внимание на Димину прелесть. Это у нас портрет. Ты на боку у нас рисовал портрет на занятиях своей супруги. У нее супруги портрет выглядит, собственно, вот так. И тут еще Наташина работа в процессе. Мы немножко вам засветим, скажем так, эксклюзивчик, да? Надеюсь, нас YouTube не забанит за... Ну, заблюрим, если что. За тисячки. Там Но, с другой стороны, будет приятно, значит, настолько неплохо сделано, что похоже натурально. Вот. У нас, кстати, в этой зоне есть практически все работы всех мастеров. Вот за тобой у нас есть работка, сделанная на искусственной коже. О, это искусственная кожа, блин, в натуре. Смотрите, какой кусок это большой. татуировки. Вот, ну, то есть в перерывы или в выходные дни у нас Игорь
сенсей приходил сюда и просто красил свою женщину. А ты не знаешь, сколько он по времени у него занял эту работу? Надо у него спросить. Мне кажется, дней 5-7, но это не то чтобы подряд, а там по 3-4 часа. Ну, размер такой внушительный. Я просто как-то пробовал на искусственной коже, и прям это очень долго. Это сложно, да. А ты чтобы пробовала? Чистенько. Достаточно давно. Я, кстати, хочу еще что-нибудь сделать. Масштабное? Тоже, да. О, прикольно. Я вдохновилась им. Вот, кстати, огромный плюс работы в большом коллективе, особенно творческом, это когда ты видишь, думаешь, блин, я ничего не делаю, но тоже хочется. Вот, это Мотивирует. Мотивирует, правда, да. Слушай, прикольный стол у вас, мне нравится такой прям это вот. Я тоже мало где такое видел, он прям, смотрите, ребят, он огромный. Да, можно разложиться, и даже если вы одновременно все сюда приходите порисовать, я думаю, что каждому хватает места, и классно, что здесь есть жалюзи, и когда свет бьет из окна, можно все закрыть, спрятаться. Так, а здесь вот такой уголок тоже у вас прикольный Да, прям. мне кажется, это самая большая концентрация творчества, которая здесь собрана. Мне кажется, тут есть от всех мастеров нашей студии что-нибудь. В первую очередь, конечно, можете посмотреть Димина работа. Он ее красил в прошлом году летом баллончиками. Это вот твое, да? А это моя киска, да. Блин, вообще. Смотрите, ребята, какие детали. Просто вблизи вот такую работу вы никогда не увидите. Кайфуйте, кайфуйте. Смотрите, человек как заморачивается, а? Обратила внимание на то, насколько мне кайфово работать в живописи с темными фонами и светлыми объектами. Как раз то, чего очень сильно не хватает в татуировке. Так, тут и Игорек Клим, немножко Да, сейчас Игорька тут много. Мне кажется, самое комфортное расписывать большие холсты. персонаж. А это тоже твое, да? Нет, это не мое. Ну, Это твоя вот птица. приезжает к нам девочка и просто дарит красивые вещи. А это тоже Димасик, я знаю, что вот волны тут прикольно он рисовал в прозрачности. Тут Игорь Климин. Ниже Да. у нас Виталик Виталик Морозов. Морозов. Тут же ребята, смотрите, продают принты. То есть они не просто висят в рамках, тут сразу есть цена. Клиенты, кто приходит, там, если им понравился арт, они могут приобрести сразу же. Слушай, ну это очень клево, что сразу, да, ребята могут выставить свои работы, показать свою скиллуху. А вот и Дмитрий, здравствуйте. Это является также фотозоной. В основном в этой комнате все фоткают, потому что удобно, не нужно дергать всех отключением света в рабочей зоне. Ты сюда приходишь, врубаешь свет, выставляешь себе нужный свет и фотографируешь. Ну вот, собственно, вот этот уголок, да, у вас ширмы там еще есть, можно ширму поставить, да? Да. Ну, я, например, люблю вот в этой зоне фоткать, потому что тут более темный фон, и плюс я полюбила это дерево с первого своего дня, и это мой основной фон. Слушай, ну прикольно, я тоже вот наблюдаю, очень красиво смотрятся фотки, когда они, знаешь, там не просто на каком-то фоне, а когда есть какие-то предметы, знаешь, как-то так уютненько смотрится, если есть особенно зелень в кадре. Да, есть ощущение глубины, когда с татуировкой сразу оно как-то живее смотрится. А, у нас есть футболочки. О, фирменный мерч, смотрите, черный на черном. Бике Дюссельдорф, блин, круто, круто. Да, как футбольная команда. Слушай, а прикольно, что, да, если, допустим, клиент пришел неподготовленный, у него татуировка на плече, ему некомфортно, он может взять просто майку себе и спокойно сидеть в одежде, татуироваться, да? Да. Ну или вспотел и купил в конце сеанса себе. Вспотел, купил. Тоже, ребят, большие лампы очень, смотрите, они прям как прожекторы, как маяки, на них приклеена пленка. Круто, что он очень крупный, и он бьет, скорее всего, очень сильно светит. Да, и классно, что вот для фотосессии у нас есть с поляриком лампа, еще одна тоже где-то. А вот она еще одна. Да, то есть две лампы с поляриком для фотографии, потом есть такая. Если тебе еще что-то не хватает, ты берешь вот такую. Ну, это вообще прям Правда, серьезный всё аппарат есть. такой. Слушай, очень круто, круто. Да. А еще у нас есть, я забыла, как называется, стерилизаторы воздуха. Вот они стоят в каждом пространстве. После ковида были приобретены. Они просто очищают воздух во всем помещении, получается, Да. да? Очень актуально, особенно если у вас там 7 мастеров и 7 клиентов. Смотрите, вот еще очень крутая фишка, что у ребят висит телевизор, он работает без звука, но постоянно идут нарезки видосов с разных мастеров, там и Игоря, и Наташи, и Димы, с татуировками с их, с контентом, потому что клиенты смотрят, чтобы им было не скучно, чтобы звук не отвлекал, но можно понаслаждаться и вдохновиться. Ну, в принципе, можно его использовать тоже для приставки, для игры. Или, допустим, семинары, когда проводим или что-то еще, можно взять все вот эти стульчики, собрать такой зал для слушания лекций. Клево, клево. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Будем приезжать в гости почаще. Rather just run and not even try. Revenge my drink, pain in my eyes, nailed to the cross, burn me alive.